Привет, я Алена Алехина. Я была профессиональной сноубордисткой. Я получила травму в Америке на курорте Маммут. Упала на очень простом трюке, который делала миллион раз, и сломала спину. И с того дня я не могу ходить. Это было просто прекрасное время в моей жизни. Я заканчивала университет, я подписывала контракты в связи с предстоящей Олимпиадой, на которую я одна в своей дисциплине отобралась. Я засыпала вечер до этого с мыслью, хочу, чтобы ничего просто не менялось. Я в тот день очень плохо себя чувствовала, вообще ничего не шло. В парке был диван. Я решила, что нужно пойти на этот диван, потому что на нем невозможно травмироваться. Я делала трюк, мне кажется, даже 180 — это самый безопасный трюк, который я могла делать. Трюк, который я делала миллион раз, который фактически, для меня не трюк. То есть я с таким же успехом могла споткнуться о порог. Я моментально перестала чувствовать ноги, и плюс у меня был разрыв селезенки, то есть у меня было просто ощущение, что во мне внутри что-то взорвалось, и я не могла дышать, и ко мне подбежали ребята, с которыми мы катались, такие: да ладно, все нормально, потому что со стороны падение не выглядело страшным. Начали меня поднимать, я говорю: нет, стоп, подойдите, меня вообще нельзя трогать. И оттуда меня на специальном медицинском самолете доставили в больницу, и началась новая жизнь. Это очень сложно было пережить. Я потеряла фактически все. Карьеру мечты, которая была моим всем. Потеряла свое тело, такое накачанное, здоровое. Я потеряла, можно сказать, семью на время, потому что я приехала в Лос-Анджелес. Первые полгода я, честно говоря, там привирала в диагнозах, не все им с английского правильно переводила, потому что я хотела их как-то уберечь от такой жесткой правды, и я очень мало с ними общалась. То есть мне казалось, что я семью тоже потеряла, и все мои мечты, то есть все, о чем я когда-либо мечтала, стало невозможным. Это прям одна была из главных задач в первые годы — поверить во что-то хорошее, научиться мечтать, потому что мне плохие картинки рисовались на раз-два. Я еду за рулем, и мне представляется авария. У меня было одно такое большое желание, чтобы мне вернули все по-прежнему, иначе я не хочу, я не согласна, я не понимаю, почему так должно быть, почему вот было так круто, зачем все мне это было дано, чтобы потом у меня все это отобрали. Я думала, что я не буду снова счастлива, пока я не восстановлюсь. Первых 2 года у меня вообще не было жизни, у меня были только занятия. Мне казалось, что если я буду делать что-то невозможное, то, может быть, я сделаю что-то невозможное возможным для себя, и у меня прям постоянно крутилась это в голове мысль, она меня двигала. Я знаю, в принципе, статистику, сколько людей восстанавливается, и в моем случае она очень печальная, но я очень долго верила в то, что никто не так просто не занимается, как я. По 10 часов никто не стоит в тренажере и бросает просто все силы только на это, а я буду, и поэтому я восстановлюсь. И, конечно, когда 2 года прошло в таком режиме, я поняла, что у меня так крыша поедет, если я продолжу в таком темпе, и надо себе все-таки разрешать жить и оставлять восстановление в приоритете, и все равно не менять своих целей. На всякий случай я продолжаю жить. Я, например, помню чуть ли не день, чуть больше года назад, когда я поехала в роуд-трип, и у меня тогда уже, наверное, был перевес хороших дней, но плохие дни все-таки часто случались. Когда я поехала в эту пустыню, я поняла, что мне так хочется оставить все, что было там. То есть и плохое, и хорошее, и просто вот обнулись как будто все. И я приехала, и так случилось. И я прям помню тот момент, когда я в первый раз, наверное, за все это время начала дышать полной грудью, и это было ни с чем не сравнимое чувство, потому что до этого все 3,5 года было ощущение, что мои легкие просто сжаты вот до такого размера. Если я пытаюсь впихнуть туда больше воздуха, чем вот столько, прям больно становится. Я очень хотела вынуть титан, который был у меня в спине. Это целые 2 горсти титана. Когда я опиралась на спинку стула, я чувствовала, как кожа, то есть на кожу давят вот эти болты. Они меня очень сковывали, немножко такой, как робот была. Я подумала узнать вероятность того, можно ли их
вынуть или нет. И вообще это не практикуется. В Америке особенно. Год спустя врач сказал категорически нет. 2 года спустя он сказал, нет, там еще ничего не срослось, я посмотрела снимки, давай еще год ждать. Но через год он, по-моему, сдался и такой, ладно, ты уверена? Я такая, да. Я так рада, что у меня всего этого нет в спине, и у меня ушли боли. То есть я только тогда, 3 года спустя, когда мне вынули эти пластины, я поняла, в какой адской боли я жила все эти 3 года. Tell me the truth, I wanna know how to feel, I wanna get you, I wanna guess you, I wanna know you. Stop playing games, now time is left, you intrigue me, you're making me crazy, but I'm tired. Я могу примерно себе представить, какими были бы эти 4,5 года, если я не получила бы травму. Сноубординг, поездки постоянные, которые я делила с учебой, я изучала языки, и чему очень сейчас рада, потому что они меня потом очень здорово спасли. И сейчас я живу в Калифорнии, в маленьком городке на берегу океана, где меня знают там в прачечной, меня знают в магазине продавцы. И каждый день он, в принципе, очень похож один на другой, но у меня это на данный момент устраивает, и мне нравится моя такая рутина. Я преподаю 4 языка по скайпу. Одновременно я тренируюсь. Я стою во время своих тренировок, это единственная, можно сказать, возможность для меня стоять в этих моих тренажерах. Но, как вы понимаете, это супер скучно. И если бы я только занималась, мне кажется, я бы давно сошла с ума. Поэтому работа мне во всех смыслах помогает. Благодаря ей я не замечаю, как летит время. В день у меня вот 5-6 уроков, да, и все это время, как правило, я в тренажере. Это электростимулятор, который сокращает те мышцы, которые я не могу напрячь сама за меня во время моих тренировок. Вот эти ботиночки, это в таких реальные космонавты летают в космос. Никто не восстанавливается на 100% из тех, кто побывал в космосе. Я хоть в космос не летала, но для меня это серьезная проблема. Именно атрофия мышц, и чтобы даже если через 30 лет изобретут какое-нибудь чудесное лекарство, да, которое позволит соединить какие-то недостающие проводки в спинном мозге, мышцы к этому времени уже не будут способны выполнять работу, поэтому важно очень бороться с атрофией мышц. И очень много было исследований по этому поводу, почему никакие из велотренажеров не приносят желаемых результатов с атрофией. Выяснилось, что в стопе самые важные нервные окончания, которые отвечают за мышцы, которые нужны для того, чтобы ходить. Эти нервные окончания в стопе должны получать вот эту нагрузку, которую человек испытывает именно при ходьбе, когда ступня ударяется о землю. И поэтому создали такие ботиночки пневматические, там такие резиновые подушки, которые надуваются как-то специальным образом, чтобы имитировать режим ходьбы, чтобы создать такое ощущение для ступни, что я иду. Обычно я ложусь и упираюсь во что-то ногами, то есть чтобы был этот упор. И важно лежать и представлять, что ты идешь. И можно там руками даже выполнять действия, то есть чтобы организм всему казал, что ты идешь. Стараюсь находить время для музыки, вечером поиграть самой или с друзьями. Через день стараюсь делать распевки, хотя бы если не каждый день, потому что голосом занялась вплотную абсолютно недавно, и над ним особенно еще предстоит много работать. Наверное, поэтому музыка для меня так важна. Не факт, что она мне когда-то что-то принесет, но она мне приносит гораздо больше, чем все остальное. Это какое-то ощущение бабочек в животе, ощущение влюбленности, счастья. Музыка была всегда в моей жизни очень важным чем-то. И я всю жизнь слушала панк-рок. А это такая культура, которая напрямую связана с культурой скейтбординга, а скейтбординг, в свою очередь, связан со сноубордингом, то есть на скейте я рано начала кататься, и, соответственно, сноуборд — это то же самое, только на снегу, так что музыка всему виной. В свое время было несколько серий досок, вот это моя любимая, наверное, просто так странно было, как все потом по граням корябали, царапали мое лицо. А это уже другой, по-моему, бренд, и тут мое имя. Аликина, и как бы сделано для меня явно, потому что и тут как бы название Not, и тут Blended in мое имя. А еще была третья, моя самая любимая. Там была моя сноубордическая фотка, очень крутая, где я прыгаю с дома в Швейцарии в снег. Круто, что сноуборд на скейтборде, это прям моя любимая, висит дома в Калифорнии.
Иногда я выбираюсь на океан, на велике, может быть, иногда тоже с гитарой, иногда просто с блокнотом что-нибудь пописать. Началось все с трехколесного велосипеда. Когда я первый раз села на этот велосипед, у меня слезы счастья, наверное, впервые за все это время, потому что это забытое ощущение ветра, волосы развивающиеся, я на берегу океана. И, то есть мало того, что мне было очень круто быть настолько мобильной, подвижной и разговаривать с людьми вот на уровне, да, мне захотелось круто одеться снова и как-то, потому что я ощутила себя просто более здоровым человеком. Плюс самое крутое, что папа как-то сделал так, чтобы педали у этого велосипеда крутились вместе с мотором. И я старалась крутить педали по мере возможности, применять все усилия. Я сама по-ровному могу проезжать какое-то расстояние, и это очень круто. И сейчас я очень часто думаю, что я чувствую счастье, вот это ощущение счастья ко мне приходит гораздо чаще, чем ко многим из людей моего окружения. Важно не сравнивать, как было до и как стало после. Если этого не делать, то сразу становится видно, сколько в настоящем моменте всего крутого. Я не могу давать советы и обращаться вот так: ребят, я посоветую вам такое. Я бы просто могла поделиться тем, что спасало меня, да, какими-то вещами. Вот когда я поняла, что я делаю все, что могу. Вот когда я 2 года занималась по 10 часов в день, выложилась просто по полной. Я что только не перепробовала за эти годы и продолжаю пробовать какие-то новые технологии, новые тренажеры. Я делаю все от меня зависящее, но есть какие-то вещи, которые от нас в жизни не зависят, да? То есть если травма такая, что она не подлежит восстановлению полному, и все мои усилия не принесут желаемых результатов, я все равно не могу это изменить. И, наверное, переживать по поводу того, что все равно нельзя изменить, бессмысленно. Еще очень часто спасало вот это знание, что все меняется. Когда тебе хорошо, об этом тоже очень важно помнить, потому что тогда получается ценить больше то, что есть сейчас. Но и когда все плохо, это просто спасительная мысль, потому что, реально никто не может отрицать, что все изменится, и если вам не нравится сейчас, то просто важно вот прям постоянно напоминать себе, что так будет не всегда, это факт. С вами была Алена Алехина, надеюсь, я не очень утомила вас своей длиннющей историей. Пока. Я мне достаточно сказала, мне кажется. Не опускайте руки, это все сухо. Вот все, что я сказала, это уже призыв не опускать руки. Fuck him. Все.